Я занимаюсь альтернативной историей, я ее изучаю, я расследую. И хочу рассказать сегодня в этом вступительном видео о флагах-близнецах или флагах-клонах. Смотрим на первый шаблон. Флаги австрийского вида. Флаг Австрии, флаг Латвии, Ливана, Канады и Перу. Они все очень похожи, как видите. Две красные линии, посередине белая. Они различаются чуть-чуть цветом Австрии, Латвии и всех остальных. Также флаги Ливана, Канады и Перу отличаются знаками, которые размещены в белой полосе. У Ливана это кедр, у Канады это клен, их национальные деревья, кленовый лист. И Перу. Перу, видимо, герб. Смотрим дальше на флаги итальянского вида. Флаг Италии, Венгрии и так далее. Они тоже очень похожи, может отличаются чуть-чуть цвета. И на них изображены разные гербы, знаки, как у Ирана, Мексики, Венгрии, Таджикистана и Гвинеи. У Сейшел тоже заимствование есть, но там также заимствование идет от флагов румынского вида, о которых будет речь чуть позже. Флаги американского вида. Вот как видите написано, 11 полос обозначает 11 подписей на Декларации независимости. Причем красный цвет символизирует храбрость, а белый моральные устои. Как красиво написали. Но не только они это использовали. Вот как видите, Малайзия есть и США. Почему крест, звезды и полумесяц звезда на синем фоне? Потому что полумесяц звезда это знаки ислама, ведь Малайзия это исламская страна. В Либерии белый крест, потому что она христианская страна, а у США звезды, потому что они федеративная страна, а каждая звезда, как знаете, обозначает штат. Российского вида. Флаг России, как видите, чистый, белый, синий, красный. В Сербии перевернутый, там еще, видимо, герб. Прапор, флаг Словакии и Словении. Обратите внимание на то, что все страны имеют славянское население преимущественно. И также обратите внимание на то, что у Сербии корона, хотя вроде как у них республика. К чему это? Флаги польского вида. Вот как видите, красно-белый флаг. У Мальты там крест стоит, и он еще повернут боком. Ну, крест, видимо, из-за того, что там Мальтийский орден, это как-то с ним связано. А у Сингапура полумесяц и звезды, потому что она Сингапур, страна исламская отчасти. Армянского вида, армянского. Флаг Колумбии, Армении, Маврикии, Венесуэлы и Эквадора. Ну, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, они бывшие части Великой Колумбии, якобы. Поэтому неудивительно, что они друг у друга тырят символику. А у Армении вот такой перевернутый флаг, но я не знаю почему. И у Маврикия. Но там еще идет заимствование от флагов габонского типа. Ох, любят же заниматься воровством символики. Даже фантазии не любят включать. Румынского вида. Румыния, Чад и так далее. Ну, критики могут мне сказать, что Румыния и Молдова соседские страны, и по сути это одно и то же, как Германия и Австрия. Ну, допустим. Но почему тогда у Андорры почти такой же флаг? У Чада точь-в-точь как у Румынии. И у Сейшел. Правда, у Сейшел идет еще заимствование от флага Италии.
то есть ирландского вида. Флаг Индии, флаг Ирландии, Кот-д'Ивуара, то есть берега Слоновой Кости, и Нигера. Флаги Лихтенштейнского вида. Вот такие вот сине-красные. Зачем у Гаити воровало у Лихтенштейна? Непонятно. У аргентинского вида. Аргентинского. Тоже таких голубых и синих цветов флаги в двух полосах. А третья полоса посередине белая. Белая. И какие-то значки. А также еще пятым здесь был флаг Коста-Рики. Но потом они изменили знак. Свой флаг. Лаосского вида. Очень похоже, только у Белиза красные полосы тоньше и шар больше, белый посередине. А еще внутри шара какие-то, кто-то изображен. Белорусского вида. Беларусь отличается от мадагаскарского флага тем, что там вышиванка идет на белом полотнище. Ну, якобы это и славянская страна. Французского вида. Ну, допустим, Франция, Нидерланды и Люксембург еще очень близкие страны, связанные общей историей, там еще чем-нибудь. Допустим, еще Парагвай якобы взял символику у Франции. Якобы Франция страна свободы, а Парагвай тоже такая вот свободная республика. Но при чем здесь флаг Хорватии, славянской страны, никак со Францией не связанной? Египетского вида. Обратите внимание, что все это страны арабские. И все это страны довольно-таки бедные и в состоянии войны. В Египта там войны нет, но там были перевороты свои. Война с Израилем в свое время. А эти все значки посередине только для того, чтобы их как-то отличать. Флаги катарского вида. Ну, Бахрейн и Катар это, по сути, государства-близнецы, потому что они оба очень богатые, оба в Персидском заливе находятся. Чуть-чуть их сделали разными, эти флаги, для того, чтобы они как-то их отличать между собой. Флаги иорданского вида, иорданского. Все одни и те же цвета, и посередине всегда белый. А также у трех стран откровенно видно пирамиду, знак Иблиса, верховного беса. А у Кувейта эта пирамида срезана. Ну, для пущего различия, наверное. Литовского вида. Желтый, зеленый и красный полотнища использованы. И у Камеруна просто они повернутые местами. Повернутые местами красная и зеленая тряпки. Малийского вида. О, это вообще чемпионы. 9 стран с флагами одного цвета, и причем зеленый и желтый всегда чередуются. Всегда. На чем в 4 странах стоит пятиконечная звезда, знак Бафомета, сатаны. Флаги узбекского вида. Ну, Узбекистан взял на себе полумесяц и звезды для отличия себя как исламской страны. А вот почему он взял флаги триколор именно таких цветов, никто не говорит. Ну и для большего отличия проделал также красные ленты чешского вида. Чешско-техасского, я бы сказал. Красный, белый и синий. Причем красный всегда снизу.
На двух стоит пирамида, на чилийском стоит пятиконечная звезда и на техасском стоит пятиконечная звезда. В общем, все сатанистские знаки. Германского вида. Ну, про Уганду можно сказать, что она там была колонией Бельгии, и поэтому украла у нее флаг и удвоила его. Как бы два бельгийских флага там. Ну, у Германии тоже очень похожий, потому что, дескать, они соседские страны, и кто-то у кого-то украл. Кенийского вида. Обратите внимание, что это все африканские страны. И они очень похожи. А еще у Южного Судана снова пирамида, еще и с пятиконечной звездой. Такое вот двойное клеймо. Гамбийского вида. У Южноафриканской республики и Гамбии очень похож, просто зеленый и синий цвета поменяли местами. А еще Южноафриканской республике поставили снова эту адскую пирамиду. Флаги с крестами. Ну, можно сказать, что это якобы христианские страны в своей сущности. Одноцветные флаги со звездами. Флаг королевства Марокко, Сомали и Вьетнама. Вот тоже знак Бафомета. С полумесяцем и звездой, но можно сказать, что это все арабские страны. Греческого вида. Интересно, что эти страны расположены в тысячах километров друг от друга, столь похожи флагами. Но надо еще учитывать, что эти страны появились в 1820-30-х летах. Совпадение, не думаю. Они появились в одно и то же время. Они боролись против иностранного ига, якобы. Поэтому у них очень похожие знаки. Точнее, им дали очень похожие знаки. Кто-то. Флаги с пирамидами. Нет, обратите внимание, что три страны имеют двойные пирамиды. Одна еще и пятиконечную звезду. Восточный Тимор. Флаги вануатского вида. Красно-зеленые. Еще какие-то знаки. На одном пятиконечная звезда снова, а на другом снова пирамида. Вот так вот. То есть все эти флаги всех этих независимых стран штамповали в определенном месте. Ваши соображения жду в комментариях. Всем добра.